Уже через месяц и 2 недели мы сможем лицезреть фильм по Черному Клеверу «Меч Короля Магов». Это будет невероятно ожидаемая премьера для большинства фанатов этого аниме и манги. Даже я, разобрав материалы, предположив сюжет, все равно возлагаю надежды на эту полнометражку. Но многие не догадываются, что этот тайтл убивает у нас на глазах. Так что об этом мы сегодня и поговорим. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Так как я уже имею некое представление о том, что нам предстоит ждать в фильме по Черному Клеверу, что вы в принципе и сами сможете сделать, посмотрев мой полный разбор трейлера со всей известной информацией. Стоит тогда поговорить и о темных сторонах всей этой ситуации с фильмом. А если конкретнее, то о его судьбе, которая с каждым годом все испытывается и испытывается. Ни для кого не секрет, что народ очень тепло принял Черный Клевер, несмотря на то, что было кучу споров о его якобы неоригинальности. На что в наше время и в будущем даже грех будет жаловаться, поскольку в каждый вдохновляется работами своих кумиров. Да и зачастую вот именно что авторские, оригинальные работы попросту не замечаются аудиторией. Поэтому пойти по протоптанной тропе, где будет реальный спрос, банально выгоднее и даст возможность неизвестному автору получить внимание публики. А уже потом авторы бывают выпускают новую мангу, так что кто знает, может после окончания ЧК Табата продолжит мангу Голодный Джокер. Но несмотря на свой путь по тропам жанра сёнэна, Черный Клевер все равно попадал в топ-чарты, замещая или становясь в уровень с популярными тайтлами, такими как One Piece, занимая 2-5 места. Ибо Табата создает действительно интересную историю, вкладывая кучу сил и скрытых пасхалок, которые не каждый зритель сможет даже уловить. Помимо манги, популярным стала и аниме-адаптация, даже несмотря на то, что моментами графика выглядела очень халтурно, за что в свою очередь многие негодовали на студию, взявшуюся за адаптацию. Но студия Пьеро была сильно сдержана кратким графиком производства, из-за чего качество рисовки ухудшалось до невозможного. А ведь Пьеро действительно может в прекрасной графике. Как самый очевидный пример, это новый Блич, или же даже первые серии того же Клевера, красота и антуражность которых просто зашкаливала. Думаю, многие со мной тут согласятся. Главная проблема Черного Клевера — это гребаные правообладатели, которым нужна была адаптация аниме в кратчайшие сроки, после того как они учуяли и увидели по первым сериям популярность данного аниме. Клевер приносил им огромное количество денег, но это никак не стимулировало их повышать качество анимации, а наоборот. Кураторы видели, что аниме все еще набирало популярность, несмотря на очевидные огрехи в рисовке. О чем говорит то, что во время трансляции аниме компании TV Tokyo за финансовый год Черный Клевер входил в 5 самых прибыльных тайтлов. Так что они поняли, что зачем нужно было улучшать графику, если аниме и так приносило кучу прибыли. А ведь именно из-за ужасно коротких сроков аниматоры и не могли сделать что-то лучше. Более того, им еще нужно будет выразить дань уважения за то, что они вообще взялись за эту работу. Ибо большинство хороших аниматоров просто не захотели бы работать в таких адских условиях. И, к сожалению, это, видимо, коснулось и полнометражного фильма «Черный Клевер. Меч Короля Волшебника». Думаю, вы и сами смогли это заметить по недавно вышедшим трейлерам, которые оказались настолько короткими, так и еще включая в себя элементы из аниме, что еще больше уменьшало хронометраж трейлера до 15 секунд. Карл, серьезно? Когда обычно трейлеры к аниме составляют от 1,5 до 2-2,5 минут, а ведь премьера уже 31 марта этого года. Вся эта спешка только все портит, а из-за того, что верхушка руководителей поставила такой короткий срок, производство просто не справляется с анимацией. Правообладатели адаптации Черного Клевера — это явный пример того, как компании жадно впиваются в заработок денег, ухудшая и сжимая процесс производства аниме. А ведь зачем делать
лучше, если продукт и так прекрасно приносит прибыль? Наверняка так они и думают. А ведь вложив какую-то часть средств, которая окажется незначительной на фоне приносимого заработка, и увеличив сроки, чтобы дать аниматорам время для работы, Клевер поднялся бы еще выше, больше бы людей смотрели его, и больше бы прибыли им с этого и принесло. Я понимаю, есть риски неокупа или неоправдывания ожиданий окупа, однако Клевер столько времени держал планку популярности, но это все равно не сподвигло правообладателей доработать продукт. По сжатым срокам производства, думаю, вы уловили информацию. Хоть это и сильно отразилось на аниме-адаптации, но фильм все же должен выйти неплохим в плане графики, так как время хронометража просто меньше, нежели 170 серий аниме-сериала. Но факт остается фактом, что руководителей ничего не научило, и кураторам все равно поставили краткие сроки, так как они даже не могут сделать нормальный трейлер, выставляя лишь малосекундные типа трейлеры время от времени. Но возможно на годовщине Черного Клевера, который будет в феврале, нам наконец покажут полноценный трейлер к фильму. Будем надеяться, а то премьера уже совсем скоро. Следующая проблема после вышеперечисленных — это ужасно плохой маркетинг. Алло, ребята, у вас тут тайтл с огромной аудиторией, и вы выпускаете несколько ключевых кадров, которые в итоге одно целое, продемонстрировали пару новых персов и несколько секундные трейлеры. Это так вы пытаетесь привлечь новых зрителей? В ваших же интересах раскручивать распространение полнометражки, дабы вы же получили еще большую прибыль. Это отношение неуважительно даже для таких фанатов, как я, например, которые из ваших мизерных подачек пытается выдвинуть новость о Черном Клевере в массы. А ведь наше дело лишь обсуждать, а не заниматься вашим продвижением. Девиз правообладателей мне уже понятен. Будет как будет, и так сожрут. Но мне просто непонятно, зачем убивать потенциал тайтла? Почему не дать время на разработку хорошей анимации? Нет, так поделите сезон на части, займитесь нормальным продвижением. Я понимаю, что всем, как и мне, интересен заработок, но так у вас тайтл, который все время держал планку популярности. Его все еще ждут куча поклонников по всему миру. Так почему же не вложиться в качественный маркетинг и не дать нормальные сроки для производства? Выхлоп в виде прибыли вы же получите. В итоге, если после выхода фильма верхушка руководителей в очередной раз так и ничего и не осознает, и второй сезон Черного Клевера будет делаться при таких же условиях, тогда за адаптацию возьмутся еще меньше аниматоров, отчего анимация будет еще топорнее. А в итоге претензии будут предъявляться к студии Пьеро, хотя это им поставили такие временные рамки. Ведь, как я говорил, им наоборот нужно будет спасибо говорить за то, что они взялись за работу на таких адских условиях. Хотелось бы, чтобы правообладатели хоть немного уделили внимание своему продукту, но пока верится с трудом. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. И если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.